Вітаю, друзі, и здравствуйте все добрые, адекватные люди. Знакома ли вам такая ситуация, что, казалось бы, вы уже довольно начитаны, знаете довольно много о холестерине, делаете регулярно анализ, который называется липидограмма, и вроде бы все показатели там выглядят нормально, а тем не менее у вас все равно прогрессируют атеросклеротические бляшки или даже, не дай бог, случается какое-нибудь сердечно-сосудистое событие, типа инфаркта или инсульта. Или еще бывают довольно парадоксальные, на первый взгляд, ситуации, когда люди прибегают к принятию липидоснижающих препаратов, допустим, тех же статинов или эзотимиба и подобных им, и тем не менее все равно получают в конечном итоге инфаркт или инсульт. И вот в сегодняшнем видео я хочу рассказать, что на самом деле вся информация, которая позволит прогнозировать те или иные исходы, как благоприятные, так и наоборот неблагоприятные, находится в обычной липидограмме, может быть чуть-чуть расширена. Мы эти показатели обсудим. Я дам формулу, по которой можно это все вычислить, потому что на самом деле все действительно у нас находится под глазами, перед глазами, но просто надо понимать, куда смотреть для того, чтобы прогнозировать свои риски. Многие из вас, кто меня достаточно много смотрит, знают, что липидология, клиническая липидология – это одно из самых интересных занятий, которому я посвящаю много времени. Мне действительно это дело очень нравится, я нахожу в этом, в общем, даже практический интерес, потому что атеросклероз – это состояние, которое касается буквально всех людей, меня самого, близких мне людей, вас и всех на свете. И дело в том, что от сердечно-сосудистых заболеваний, многие из которых связаны именно с атеросклерозом, люди умирают чаще всего. Это причина смертности номер один в мире. Поэтому хотим мы это, не хотим, отрицаем или принимаем, все равно это нас коснется. Поэтому давайте разбираться. Но прежде чем разбираться, на что надо смотреть, я буду, извините, углубляться в липидологию. Просто я вам хочу объяснить логику того, откуда у нас берется холестерин, откуда у нас берутся липопротеины, очень простыми словами. И просто послушайте. Если вам будет неинтересно, можно выключить. Но я постарался нарисовать все пошагово, так, чтобы, когда вы прослушаете материал, у вас в голове останется структура и понимание, чтобы вы смотрели на свои анализы, например, на процессы, не просто как набор каких-то бессмысленных цифр и заумных словечек, а чтобы вы действительно понимали, что вот это от этого, а это от этого. Поэтому давайте будем разбираться с самого начала. А самое начало у нас начинается откуда? Конечно же, с еды, потому что без еды наш организм не построит себя и не будет существовать. Поэтому можно четко сказать, что все наше тело состоит из того, что мы когда-либо съели, начиная от питания различными материнскими материалами, потом молоком, потом уже взрослой пищей. И вот, когда мы едим что-нибудь, которое содержит жир, этот жир не может так прямо взять и попасть в кровь, чтобы потом циркулировать по всему организму. Вот белки могут расщепиться на аминокислоты, на короткие цепочки, там ди-трипептиды, и могут попадать в кровь. Точно так же и глюкоза может попадать, и сложные сахара могут расщепиться до глюкозы. И тоже в крови нахождение глюкозы не составляет никакой проблемы. Ну а жир, возьмите эксперимент, сделайте, возьмите какое-нибудь подсолнечное масло и просто капните в воду. Что вы увидите? Вы увидите капельку, вторую капельку и попробуйте размешать ее ложкой. Понятное дело, что это никогда не растворится. То есть жир будет всегда отделен от водной среды. И поэтому организм придумал транспортировать жир в специальных таких упаковках, которые называются липопротеины. Слово на самом деле очень простое, потому что липос – это жир, а протеин – это белок. И отсюда следует, что это шарики, которые содержат в себе жир и белок. Все очень просто. Когда вы едите что-то жирное, кишечная стенка синтезирует жирную каплю, которая содержит белок. Белок называется аполипопротеин Б.
То есть это структурный такой компонент, как рама, как ось, вокруг которой у нас строится уже жировой колобок. Это и называется хиломикрон. То есть это огромная частица диаметром 1000, иногда даже 1200, говорят, нанометров, которая содержит в основном триглицериды. Что такое триглицериды? Тоже все очень просто. Есть глицерин, многие из вас видели, такая жидкость прозрачная, вязкая. И если к глицерину прицепить цепочки жирных кислот, 3 цепочки прицепили, получается триглицерид. Из триглицеридов у нас состоят жиры, сало, например, жир наш подкожный, все это триглицериды. И вот такая капелька, богатая триглицеридами, с одним единственным белком, который называется аполипопротеин Б, эта капелька, повторюсь, называется хиломикрон, всасывается в лимфатическую систему. То есть вначале все дело попадает у нас в лимфатические капилляры, сосуды, и уже только потом оттуда попадает в общий кровоток. И потом по общему кровотоку хиломикроны после еды разносятся. Обычно в течение 1-2 часов они разнеслись по организму ко всем органам, которые нуждаются в питании. В органах есть специальные ферменты, не в самих органах, а на сосуде. Я специально на схеме нарисовал кишечник, я нарисовал специально хиломикрон, я специально нарисовал сосуд. В сосуде есть клетки, которые содержат специальный фермент липопротеин-липазу. Это липопротеин-липаза расщепляет триглицериды, и переносятся они таким образом дальше для утилизации в ткани. И частичка хиломикрона очень резко уменьшается в размерах. Она была у нас, допустим, 1000 или 1200 нанометров, а стала от 30 до 80 нанометров. И такие частички, честно говоря, уже могут быть опасными. Они еще содержат этот структурный белок аполипопротеин Б, потому что без него никуда не деться. Но они также могут и проникнуть в стенки сосудов и остаться там, вызывая атеросклеротические изменения. Но, к счастью, у подавляющего большинства людей этого не происходит, потому что период жизни хиломикронов очень короткий. И клинически он не имеет никакого значения, если нет серьезных генетических нарушений. Но мы не будем о генетических нарушениях в этой лекции с вами говорить. Чтобы упростить, после того, как наш хиломикрон отдал свои триглицериды, он резко уменьшился в размерах, дальше он должен путешествовать в печень. Естественно, он сохраняет свой аполипопротеин Б. Попадая в печень через специальный рецептор, то есть это участок на печени, который открывает ему двери внутрипеченочной клетки, он там подвергается метаболизму, его там разбирают на части, и отчасти жир, который синтезируется в печени, отчасти жир, который берется из хиломикронов, из их остатков, служит строительным материалом для формирования новых частиц, которые называются уже липопротеины очень низкой плотности или VLDL. Структура липопротеина очень низкой плотности также очень простая. Это такой же колобок, шарик, внутри которого содержится аполипопротеин Б как структура, как рама, как ось, без которой существование этого шарика невозможно. Такой шарик липопротеинов очень низкой плотности содержит очень много триглицеридов, он содержит достаточно много холестерина и фосфолипидов. И холестерин не только в простом виде, но и в связи с жирными кислотами. Это называется эфиры холестерина. И распределен он таким образом, что те участки, которые гидрофильны, любят воду, они наружу располагаются, а те, которые не любят воду, внутри. И вот такой шарик, липопротеин, очень низкой плотности и является главным участником энергетического обмена. Именно его печень у нас и вырабатывает для того, чтобы кормить наши ткани. Естественно, он идет по кровотоку, попадая в различные органы, на стенках сосудов этих органов. Опять же, та же самая липопротеин-липаза опять расщепляет триглицериды на жирные кислоты, глицерин, которые идут там по своим нуждам. В результате
липопротеины очень низкой плотности резко уменьшаются в размерах. И они становятся, опять же, размерами, бывает 30, бывает 70 нанометров. И эти размеры, как мы уже знаем, вот все, что меньше 70 нанометров, может проникать в сосудистую стенку. И вот эти остатки липопротеинов очень низкой плотности, богатые, еще до сих пор богатые триглицеридами, потом постепенно превращаются через промежуточное звено, липопротеины промежуточной плотности, я их на этой схеме не показал, брюки превращаются в липопротеин низкой плотности. То есть, повторюсь еще раз, печень выпускает липопротеины очень низкой плотности, они отдают массу триглицеридов в сосуды, в органы и ткани, на сосудах, на эндотелии это происходит, и превращаются в липопротеины низкой плотности. То, что мы называем плохим холестерином, неправильно. И вот липопротеины низкой плотности, что это такое? Это тот же самый, но уменьшенный, модифицированный липопротеин очень низкой плотности. Он сохраняет ту же структуру. У него есть аполипопротеин В, у него есть фосфолипиды, у него есть эфиры холестерина, у него есть холестерин. То есть все как положено. И он уже имеет маленькие размеры. И, соответственно, он может проникать в структуру сосуда, вызывая там образование атеросклеротических бляшек. Но, к счастью, большинство все-таки попадает липопротеинов низкой плотности обратно в печень. То есть цикл у нас происходит очень просто. Печень выпускает, я специально повторяюсь, липопротеины очень низкой плотности. Липопротеины очень низкой плотности отдают триглицериды, превращаются в липопротеины низкой плотности. И липопротеины низкой плотности опять рецепторами захватываются печенью. Вот и все. Но существует еще один игрок, абсолютно не относящийся к классу аполипопротеин Б содержащих частиц. Это липопротеины высокой плотности. Их задача обеспечить транспорт обратный холестерина из сосудов, вот как я показал, а напрямую, то есть они забирают холестерин из сосудов и несут липопротеины высокой плотности, этот холестерин, в печень. А также они могут передавать холестерин частичкам липопротеинов низкой плотности, в обмен получая триглицериды. И таким образом обратный транспорт холестерина из сосудов у нас идет либо по прямому пути, то есть через липопротеины высокой плотности прямо в печень, либо по непрямому пути, то есть через липопротеины высокой плотности, потом через липопротеины низкой плотности и уже обратно в печень. У человека преобладает именно непрямой путь обратного транспорта холестерина. Кстати, липопротеин высокой плотности в качестве своего структурного белка содержит аполипопротеин А1. Я его вот отдельно изобразил. Вот этим он отличается от аполипопротеин Б, содержащих частичек. И еще у нас имеется один игрок, независимый, но очень злой, это липопротеин А. Он не участвует в транспорте холестерина, а он сам по себе, говорят, борется с кровотечениями. Но это играет злую шутку, потом поговорим. Липопротеин А также содержит у нас аполипопротеин Б, и, соответственно, он является очень злым. И вот это вот все частички, которые мы с вами видим, содержат холестерин. Поэтому теперь внимание, когда мы говорим о холестерине в крови, вот вы сделали анализ, получили цифру холестерин 5,0 миллимоль на литр. Это имеется в виду, что вот эти вот все частички, которые вы видите на рисунке, содержат холестерин, и это суммарное количество холестерина, который содержится во всех этих частичках. Если же мы говорим о холестерине, который содержится в липопротеинах низкой плотности, мы подразумеваем тот холестерин, который содержится только в частичках липопротеинов низкой плотности. Если мы говорим о холестерине липопротеинов высокой плотности, то это означает, что мы имеем в виду тот холестерин, который содержится в липопротеинах во всех высокой плотности, которые у нас в данный момент находятся в крови. Но существует еще один показатель, который называется холестерин
не липопротеинов высокой плотности. Что это? Это вот весь совокупный холестерин, который у нас сейчас плавает в крови вот в виде этих шариков, от которого отняли тот холестерин, который находится в липопротеинах высокой плотности. И вы можете видеть на бланке анализов холестерин не липопротеинов высокой плотности или non-HDL холестерол. Вот этот холестерин, который не находится в липопротеинах высокой плотности и является опасным. Вопрос почему? Холестерин на самом деле не опасен, опасны частицы, но так уже повелось, что когда мы говорим о количестве холестерина, который сосредоточен у нас, перечисляю, в липопротеинах очень низкой плотности, в липопротеинах низкой плотности, в липопротеине А, и киломикроны не учитывают, опять же, в нормальных ситуациях, то вот эти три товарища, липопротеин А, липопротеины низкой плотности и липопротеины очень низкой плотности, внесут в себе холестерин, и они являются самыми злыми, самыми атерогенными, потому что они содержат аполипопротеин Б. И нам, конечно же, было бы интереснее знать, сколько у нас частиц, которые несут холестерин в этих потенциально атерогенных формах, чем количество холестерина, который у нас содержится в них. Почему? Потому что эти частички являются носителями, они как транспорт, а холестерин это пассажир. То есть нам с точки зрения значимости для нашего здоровья не важно, сколько холестерина несут эти зловредные частички. Нам важно количество этих частичек. Таким образом, как на дороге нам важно количество автомобилей, а не количество людей, которые сидят в них. Но тем не менее, по-бедному, и раньше, и сейчас в основном определяют просто количество холестерина, не липопротеинов высокой плотности, для того, чтобы как-то суррогатно определить количество частиц. По одной простой логике. Чем больше холестерина содержится не в липопротеинах высокой плотности, значит, тем больше понадобится частиц, которые перенесут этот самый холестерин. И мы просто понимаем, что для того, чтобы перевести 100 человек, нам надо условно 33 автомобиля. Но кто-то скажет, а мы справимся и 40 автомобилями, а кто-то скажет, нет, нам надо 50 автомобилей. То есть по пассажирам это так себе, очень приблизительно считать, но тем не менее мы считаем, что раз холестерин такой-то, не липопротеинов высокой плотности, значит количество частичек, которые содержат потенциально опасность для сосудов, такое-то. Но как вы уже заметили, в этих частичках присутствует аполипопротеин Б. И вот аполипопротеин Б имеет уникальную особенность. Он один, единственный и неповторимый для каждой частички. То есть, сколько у нас частичек в крови, которые потенциально могут образовывать атеросклеротические бляшки, столько у нас и молекул аполипопротеина Б. Поэтому, если мы определим количество, концентрацию аполипопротеина Б в крови, мы можем сказать, что у нас в крови содержится вот столько-то частиц. Допустим, у человека аполипопротеин Б составляет 1 грамм на литр, значит у него вот столько-то частиц. А у человека, у которого количество аполипопротеина Б составляет 0,5 грамма на литр, в 2 раза меньше таких частиц. И это играет огромную клиническую роль, потому что именно частички, которые несут аполипопротеин Б, и являются самыми опасными, потому что они проникают внутрь сосуда, и там аполипопротеин Б действует как клей или как магнит, он там прилипает к внутренней оболочке, средней оболочке, точнее сосуда, и там уже оттуда его не выгнать, там уже начинаются воспалительные процессы и образование атеросклеротических бляшек. А вот теперь мы подходим с вами к главному, к сути, которую я хотел сегодня рассказать. Но, извините, без вот того, что я рассказал, вы бы не поняли, что мы будем обсуждать дальше. Так вот эти частички, наши главные виновники, перечисляю:
липопротеины низкой плотности, гликопротеины очень низкой плотности, вернее их остатки, которые уже чуть-чуть освободились от триглицеридов, но имеют диаметр меньше 70 нанометров, и липопротеин А с маленькой буковкой. А вот эти три виновника являются, собственно, и основной движущей силой атеросклероза. Но их вклад в развитие атеросклеротических поражений не равны. Вот это самая главная у нас мысль. Дело в том, что мы знаем, что продвинутые пользователи, я уже много раз рассказывал в своих видео, что липопротеин А это очень злая штука. Люди с повышенным липопротеином А, имея прекрасные показатели, другие липидограммы, все равно находятся в менее выгодном положении, потому что у них выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, поражения аортального клапана и так далее. Но также мы знаем, что и частицы, богатые триглицеридами, липопротеины очень низкой плотности, также очень злые, и они также могут усилить атерогенное влияние. И по сравнению с ними, липопротеины низкой плотности — это вообще там зайчики, кролики, которые безобидные и безвредные. Если вот так вот попытались сравнить, сейчас я расскажу об этой работе, выяснили, что по силе своего разрушительного действия, если мы примем частичку липопротеина низкой плотности за единицу, то частичка, остаток липопротеина очень низкой плотности — это 4,5 раза более опасно, чем одна частичка липопротеина низкой плотности. Ну а если мы возьмем уже липопротеин А с маленькой буквой А, так он в 6,5 раз опаснее, чем простой наш старый добрый липопротеин низкой плотности. Вот поэтому и выходит, что несмотря на то, что у одного человека аполипопротеин Б может быть 100, и у другого аполипопротеин Б может быть 100, у одного это может быть в основном за счет липопротеинов низкой плотности, а у другого липопротеины низкой плотности будут меньше, но зато будет больше липопротеина А или липопротеинов очень низкой плотности. Потому что, еще раз повторюсь, все эти частицы содержат один и тот же аполипопротеин Б. Хиломикроны, еще раз повторюсь, не берем в расчет. И вот для того, чтобы понять, как бы мы количественно могли выразить присутствие этих разных частиц, которые можно в липидограмме посмотреть, ученые, международная команда с, так сказать, штаб-квартирой в Гетеборе в Швеции, в Гетеборге по-нашему, они начали проводить исследования на 3 когортах. Самая большая когорта людей у них была из английского UK Biobank, то есть это хранилище, в котором содержатся анализы там, крови многих-многих людей. Они конкретно взяли около 250 тысяч, плюс еще там какие-то 50 тысяч с других когорт. И задача их была просто сравнить аполипопротеин Б, липопротеин А, липопротеины очень низкой плотности, богатые триглицеридом, и сравнить, как эти показатели коррелируют с частотой инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых событий у людей. И вот благодаря разным там расчетам, кому интересно, вы можете открыть ссылку и заглянуть в статью, какова была методика, они и вычислили вот эти коэффициенты. Повторюсь еще, наш, так сказать, божий одуванчик LDL это единица по степени разрушительности, триглицериды это коэффициент 4,5, и, наконец, липопротеин А, коэффициент 6,5. То есть мы получили уже инструмент к некому математическому выражению. И они предложили, раз мы можем знать, какое количество у нас аполипопротеина Б содержится в разных частичках, ну, приблизительно хотя бы,
мы можем вычислить не просто аполипопротеин Б, который мы вот в анализах с вами видим, а мы можем привести к единому знаменателю. У одного человека, допустим, аполипопротеин Б такой-то 100, но учитывая факторы триглицеридов и учитывая факторы липопротеина А, на самом деле по влиянию эти 100, допустим, миллиграмм на децилитр аполипопротеина Б могут быть эквивалентны всего лишь 70 миллиграммам на децилитр по своему разрушительному действию. А у кого-то наоборот, эти самые 100 миллиграммов на децилитр аполипопротеина Б, учитывая, что много его содержится в составе частиц, богатых триглицеридами и липопротеином А, может быть фактор 150, допустим. То есть это нам уже дает не какое-то качественное значение, что вот это вот хорошо, когда у человека мало триглицеридов и липопротеина а вот это плохо, когда много триглицеридов и липопротеина А. А мы получаем формулу, которую можно использовать и даже сравнить по этой формуле, насколько у данного человека лучше или хуже дела обстоят по сравнению с общей популяцией, которая вот вообще существует. И на основании этих исследований они предложили формулу, которую назвали вот этот показатель риск взвешенный аполипопротеин Б. То есть это напросто просто попытка выразить через одну цифру совокупный, агрегированный такой импакт влияния всех этих частиц на сосуд через аполипопротеин Б. Итак, формула. Риск взвешенный аполипопротеин Б равно коэффициент 11,65 умножаем на количество триглицеридов, выраженных в миллимолях на литр, плюс коэффициент 0,215 умноженный на количество липопротеина А, выраженное в наномолях на литр, плюс коэффициент 0,736 умножить на аполипопротеин Б, выраженный в миллиграммах на децилитр. Все, подставляем туда значения и получаем результат. Вы, может быть, заметили, что я там несколько раз повторялся про аполипопротеин Б миллиграммы на децилитр и граммы на литр. Дело в том, что разница 100, то есть 0,5 грамма на литр того же аполипопротеина Б, значит 50 миллиграммов на децилитр. Просто разные страны используют разные варианты, но вы можете вполне легко перевести одно в другое. Так вот, если вам лень считать это все по формуле, и вам хочется сразу получить результат свой, посмотреть, насколько у вас хороши или плохи дела, я оставляю ссылку в описании после этого видео на калькулятор, который добрые люди из университета Гетеборга сделали для нас, чтобы мы могли взять наш аполипопротеин Б, наш липопротеин А, количество наших триглицеридов в крови, поставить туда, нажать на кнопочку, и нам он выдаст, этот калькулятор, риск взвешенный аполипопротеин Б, покажет даже эквивалент, выраженный в липопротеинах низкой плотности, покажет импакт каждого, то есть влияние каждой частицы на риск, то есть у кого-то влияние наиболее выраженное через липопротеины низкой плотности, а у кого-то через триглицериды, у кого-то через липопротеин А. Он вам диаграмму построит, и он вам также даст сравнение, насколько у вас хороши или плохи дела по сравнению с окружающими. Давайте разберемся, как работает этот калькулятор. Нам нужны всего лишь 3 значения развернутой липидограммы. Триглицериды, которые входят всегда в любую липидограмму, поставим, например, 1,9 миллимоль на литр. Липопротеин А я выбрал значение в миллиграммах на децилитр. Пусть это будет 100 миллиграммов на децилитр. И аполипопротеин Б 100 миллиграммов на децилитр. Теперь смотрим, что у нас получилось по вычислениям. С правой стороны мы видим пропорции частиц. Желтым у нас
содержащие триглицериды частицы, темно-синим липопротеин А и голубым липопротеины низкой плотности. Видим, что в данной ситуации большая пропорция частиц липопротеинов низкой плотности. И получилось, что несмотря на то, что количество аполипопротеина Б у нас в крови 100 мг на децилитр, но риск взвешенный аполипопротеин Б в такой ситуации получился 143 мг на децилитр. То есть вот эта вся совокупность частичек в крови, которая присутствует у данного вымышленного пациента, на самом деле обеспечивает ему риск гораздо больше, чем 100 мг на децилитр, как мы могли бы подумать, взяв его анализ. По этой формуле выходит, что совокупный риск эквивалентен количеству аполипопротеина Б 143 мг на децилитр, или приблизительный эквивалент в холестерине липопротеинов низкой плотности 4,94 миллимоля на литр. И тут же мы можем посмотреть, как это можно сравнить с другими людьми. Видим, что 43,39% людей имеют меньший уровень аполипопротеина Б, а 88,29% имеют меньший риск взвешенный аполипопротеин Б. Вы видите, как отличаются цифры. То есть, если бы мы ориентировались только на аполипопротеин Б, то мы были бы спокойны. Но если мы ввели в формулу еще триглицериды и липопротеин А, то картина получилась уже неспокойной. Мы видим с правой стороны внесение пропорции каждых частиц в риск. И видим, что здесь большую долю занимает липопротеин А. Темно-синим довольно большую долю также занимают триглицериды, а вот доля липопротеинов низкой плотности не такая уже и большая. А теперь возьмем другой результат с теми же самыми аполипопротеинами Б равными 100, но на этот раз поставим триглицериды 0,6, что вполне бывает, и липопротеин А также бывает 10 мг на децилитр, ну есть такие счастливчики. И получается, что при тех же аполипопротеине Б 100 мг на децилитр, как и в прошлом примере, риск взвешенный аполипопротеин Б всего лишь 85 мг на децилитр. То есть одинаковые показатели А по Б, а в данном случае у нас влияние этого аполипопротеина Б на сосуды меньше, чем казалось на первый взгляд. И мы также можем смотреть, что составляет у нас пропорцию всех частиц. У нас большая часть составляет в пропорции липопротеины низкой плотности, меньше триглицериды и еще меньше липопротеин А. И также мы видим приблизительный эквивалент холестерина липопротеинов низкой плотности 3,01 миллимоль на литр. И сравниваем с результатами других людей. Видим, что 43,39% по-прежнему процентов людей имеют меньший уровень аполипопротеина Б. Но посмотрите, как хорошо, что 17,59% людей всего лишь имеют более низкие риск взвешенные показатели аполипопротеина Б. И справа мы видим внесение в риски пропорции каждого из исследуемых липопротеинов. Видим, что самую большую пропорцию в риск вносит у нас липопротеины низкой плотности. Вот так и этот файл можно экспортировать, сохранить себе, а потом пользоваться. И видите, добрые люди сделали это совершенно бесплатно. Ну, помимо такого академического интереса, это представляет собой практический интерес, потому что мы теперь получаем надежный инструмент арифметический. Я, допустим, уже начал этим пользоваться в своей клинической практике. Ко мне приходит человек, мы оцениваем его риск взвешенный аполипопротеин Б. Если он у нас меньше, чем его аполипопротеин Б по лаборатории, мы радуемся. Если он не меньше, а больше, мы видим, над чем нам надо работать.
И, естественно, потом мы через какое-то время берем анализы и сравниваем, как улучшилась ситуация. Ну разве это не прекрасно? И, в принципе, немножечко разобравшись, посмотрев еще раз это видео, вы сможете сами это делать. Не разберетесь, пожалуйста, обращайтесь. Я, как уже сказал, сфера клинической липидологии – это одно из любимых моих дел. Поэтому, если нужны консультации или сопровождение вас для достижения долговременного результата, пишите.